Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Я встала утром, 6:30, пораньше, хотя предпочитаю в 6. Так, мне тут салатные листья надо полить, но они не завяли, это просто они наклонились немножко. Такой сам пучок я купила. Сейчас буду варить кашу. Я всегда кладу 50 грамм овсянки, потому что она хорошо заряжает энергией, насыщает, и 50 грамм для меня оптимальная порция на день. Заливаю водой, пока каша будет вариться, я могу пойти там маску нанести, тому подобное, в общем, все как всегда. И это, соответственно, надо убрать, а завтра купить еще. Мой завтрак стандартный, ничего особенного. Сейчас буду снимать хобби-влог, монтировать потом. И тренировочка в начале дня. Велотренажер для разминки. Аэробика в хорошем темпе 15 минут. Это и с ученицами мы делаем комплекс. Достаточно интенсивный. Такой от простого к сложному. Это только, конечно же, фрагменты я показываю. Чисто так, нарезка. У меня много сегодня задумано физической активности. У меня вообще активный образ жизни. Вот сейчас такая тренировка дома. Просто бег. И дальше комплекс упражнений. Нам как-то очень нравится с ученицами. Хочется еще что-то придумать новенькое. Как будет время, обязательно этим займусь. Потому что нужно двигаться дальше. Раньше этот комплекс даже у меня вызывал такие, не сложности, но было так тяжело, а сейчас вообще этого не замечаешь. Поэтому нужно нам двигаться дальше. У нас всегда что-нибудь, конечно, новенькое придумывается. Но тут явно надо усложнять, чтобы там через 15-20 минут просто уже быть мокрыми. Немножечко для ног упражнений. Тоже очень хорошие. С другой ноги. Все, что я делаю с ученицами, я делаю сама в том числе. Тоже для ног. У меня тут наушники постоянно вылетают. Поправлять приходится. Вот это отличное упражнение. Частично я его подсмотрела у Марии Цкирия. Но у нее немножко по-другому делалось. Я адаптировала под себя из того, что имею я. И с другой ноги. Для спины упражнения. Там же немножко для пресса. В общем, всего понемногу. Но больше, чем я показываю в видео. А леггинсы, которые я купила, просто шикарны. Они мне очень нравятся. Моя вещь. И, конечно же, растяжечка. Это обязательно. Квадрицепсы растянуть, и вообще все мышцы. После таких нагрузок. Так, и еще немножко для спины
плюс растяжка с шарфиками. Уже вечер, пошла погулять и в магазин в новом костюме. Еще и носки, но носки сюда не очень подходят, в смысле они в цвет, но не под эти кроссовки, а я что-то и не посмотрела, как это выглядит. Ну и ладно, ничего страшного. Ни в театр, ни на выход. Перчаточки. Я пришла домой. Сейчас покажу свои покупки, которые я сделала в Верном, в супермаркете Билла и в Фикс Прайс. Так, я тут уже что-то на стол положила. Во-первых, в Верном я купила морковку, но она там по 29 рублей, в общем-то, самая нормальная выгодная цена. Соответственно, взяла. Единственное, крупная, но ничего страшного. Еще я взяла 2 пачки гречки. Ну, в принципе, эту гречку в основном я для собаки беру, хотя она неплохая, но как бы в основном я беру собаки. Но у меня тоже закончилась, в общем-то, гречка сегодня, поэтому на завтра я себе из этого пакета сварю, а остальное уже собаки, а себе я завтра в Ашане возьму. Мне там побольше нравится. Это тоже в Верном, уже по 70 рублей. Ну, я подозреваю, что в Ашане 57 было, ну, значит, тоже подорожало. Огурец я взяла. Я, кстати, в пятерочку еще заходила. Кстати, заходила в пятерочку и не взяла овсянку. Ладно. В общем, огурцы по 79 рублей за килограмм. Хорошая, выгодная сейчас цена. Взяла, мне такого огурца на 4 дня хватает. Дальше в Билла я взяла по акции сыр Тильзитер. Он стоил, короче говоря, 359 рублей за килограмм. И у меня 428 грамм, 153 рубля 65 копеек. Это очень выгодная цена, потому что я в Ашане беру российский сыр. Я его всегда там беру, потому что он мне реально нравится. Но, например, если сравнивать по ценам, но это, правда, цена акционная, так, собственно, там получается 500 рублей за килограмм. Ну, потому что там 200 грамм упаковка, соответственно, 100 рублей, 50 рублей 100 грамм, ну, понимаете. Вот. Но я в любом случае потом буду брать. Но я не могла не воспользоваться акцией. Единственное, что здесь написан срок годности до 22 числа. Но дело в том, что мне же такой кусок не съесть сразу. Я его разрежу на кусочки, проложу пергаментом или там фольгой, еще чем-то, и заморожу. И буду просто по кусочку каждый день, поскольку люблю горячие бутерброды такие делать, поэтому один кусочек в день более чем. Так что сейчас я его уже открою, потому что он что-то прям как-то это. Также на бутерброды утром я взяла себе вот такую колбасу там же, 349 рублей. Докторская колбаса. Я просто давно не брала, и что-то захотелось, но мне тоже ее хватит не на один день, потому что я на бутерброд буду буквально там класть половинку. И то же самое с ней сделаю, проложу фольгой и заморожу. Ну, фольгой или чем-то таким. Взяла 2 рулона туалетной бумаги в пятерочке. Но она стоила, наверное, не знаю, около 10 рублей, скорее всего. Я, кстати, не помню, показывала я, что я как-то тут в Фикс Прайс вот взяла очередную жидкость для мытья посуды сорти с ромашкой. Кстати говоря, мне обычно нравятся ароматы, а здесь что-то и ромашкой не пахнет, какой-то неприятный запах. Ну ладно, все равно жидкость сама по себе хорошая. Также сегодня я в пятерочке сезонные яблоки по 59 рублей взяла 2 яблока.
одно маленькое на сегодня я делала салат, потому что утром в кашу у меня одно пошло яблоко и одно вот. А это большое мне на завтра. То же самое на утреннюю кашу и вечером на салат. Так, следующее, что взяла, это вбила. Кухмастер печенье, топленое молоко. Не знаю, мне что-то сегодня захотелось чего-нибудь эдакого. Причем буквально немножко. Я не могла понять, что мне хочется. Я сначала залезла в приложение «Самокат». Посмотрела, чего там имеется. Мне не понравилось категорически абсолютно все. Ну, как бы и то не это, и это не так. Потом я во «Вкусвилл» залезла. Там тоже. Либо, ну, короче, тоже мне показалось, что все какое-то очень калорийное. Или там еще я к чему-нибудь придиралась. Ну, я нашла к чему придраться, короче. Все меня не устраивало. Потом я, когда пошла гулять, я зашла в Билла и изучала отдел там с диетическим питанием, с прочим. Изучала, так, знаете, основательно состав, там еще что-то. Но в итоге я поняла, что надо быть в этом вопросе проще, чтобы не рехнуться. Тем более, что ем я полюбас мало, и абсолютно без разницы, что я куплю, ничего страшного в этом не будет. Я все равно как бы не съем больше, чем там мне положено есть, поэтому решила не запариваться. Походила и взяла вот это, потому что там был основа для венских этих вафель, типа без глютена, без всего. Я начала читать состав и начала читать, как это все делается. Ну, понятное дело, вранье. Вот. Ну и, кстати, я вчера заморочилась, почитала, как делается, к примеру, ПП-варенье. Ну, оно как бы с медом. Мед я и так 1 чайную ложку в день съедаю, мне достаточно. Но, опять же, мне показалось, что большинство еды, вот ПП, оно для тех, у кого скорее даже нарушено пищевое поведение. И уж если человек, не дай бог, объестся, то ну хоть не так критично будет. Вот, поэтому мне это тоже не всегда актуально. Но я обещала, кстати, снять видео, да, про лечебное голодание, про выход из него и еще отдельно про питание. Поэтому я как-нибудь обязательно сниму, просто уже не в формате все-таки лайф-влога. У меня просто есть чего рассказать по этому поводу интересного. Вот. И ладно, дальше. Еще я взяла на пробу, вбила вот такие мюсли. Они стоили 49 рублей, 250 грамм. Ну, были бананы, шоколад. В общем, там, насколько я знаю, бывают еще с орехами, но это мне точно не надо. Знаете, могу сказать, что хорошие мюсли, потому что мне именно вот хотелось чего-то такого. Я поняла, что мюсли отличный вариант. Значит, ну, тут есть, конечно, кокосовое масло, там чипсы банановые, виноград, масло растительное. Ну, как бы в основном неплохо. Но там в конце уже есть эквивалент какао-масла, фракция пальмового масла с экзотическими маслами ши и еще чего-то там такое. Ну, это не идеально, но в целом вообще бывает намного хуже. А здесь, можно даже сказать, состав приличный. По вкусу мне мюсли понравились. Ну и, соответственно, если немножко каждый день с кефиром для разнообразия, будет прекрасно. Вот творог, я потом тоже расскажу, как и обещала, видео про питание как-нибудь сниму. Я, скорее всего, буду есть только когда очень хочется творога, но постараюсь этого не делать, потому что, ну, считается вообще как в медицине, так и в нормальной, и в нормальном спорте, да, считается, что вообще кефир, например, дело бесполезное. Ну, то есть это не полезно, это не вредно, это даже не бесполезно, это нейтрально. Вот так надо сказать, что это нейтрально.
Вот. Потому что молоко, например, не все могут пить. Я его, в принципе, не люблю, и в сочетании с чем-то мне еще может быть не очень хорошо. Вот. Но суть в том, что творог это, конечно, в разы полезнее, но он может весь БЖУ сильно попортить. Я на этом уже попадала пару раз, когда ты съедаешь, да даже 180 грамм пачку делишь на 3 раза, и это так максимально заполняет белки и так далее, что у тебя там калории остаются еще ой как много есть и есть, а ты уже где-то чего-то, особенно в моем случае, когда хоть у меня и недостаток веса, но я прям минималку себе занизила. И вот тут я попадаю иногда, мне это не устраивает. Ладно, собаке в качестве вкусняшки решила для разнообразия взять сушки. Ну, я ему вообще покупаю собачьи вкусняшки. Вот, иногда покупаю булочки. Вот. Ну, я не знаю, как бы, когда, в какой день я попаду в Ашан, и мне нравится там ему брать вкусняшки. И булки он вчера уже целых 2 заточил, его угостили. И поэтому, ну, не знаю, я решила взять ему тоже, хватит недели на 2. Я, кстати, одну попробовала, хорошие, нормальные сушки. Но я не фанат. Так, еще заходила в Fix Price. В Fix Price я, как всегда, взяла доктор Кернер по 27,50. Ну, у них идеальный состав, они прекрасные. И вы знаете, я утром просто обожаю делать бутерброды. Вот. Но еще для разнообразия за 9 рублей по карте я там беру вот такие хлебцы. Они тоже очень вкусные. Состав здесь как бы попроще, но он тоже хороший. То есть, в принципе... Сейчас я так еще раз почитаю. Ну да, здесь ничего плохого в составе нет. Просто под попроще я подразумеваю, что ну вот здесь в Кернерах пшеница, крупа рисовая и крупа гречневая. Это, конечно, значительно лучше. А здесь мука пшеничная, мука ржаная, соль, вода, отруби. Не, ну тоже хороший состав. Поэтому беру для разнообразия. Я просто уже открывала, потому что у меня закончились. Я как раз пришла, перекусывала. Еще вбила. Я взяла... Да, сушки были по акции по 20 с чем-то рублей. Печенье было по 50 с чем-то. Мюсли 49, я сказала. Яблоки 59. В общем, пасту томатную взяла по 40 с чем-то, кажется, рублей, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Вот, состав здесь хороший, томатная паста и вода, просто идеально. По калорийности на 100 грамм продукта 64 калории, это тоже идеально. Ну, они иногда, конечно, занижают незначительно, но там точно рассчитает программа. Вот. Я люблю томатную пасту с гречкой. Вот. Иногда добавлять, потому что я ничего не солю. Мне, в принципе, я сегодня ела гречку без всего, и мне было идеально. Я даже, знаете, вот суп-пюре, который сварила, там всякие разные овощи, никакой соли, но я в этот раз добавила разные травы. Я вам могу сказать, что это как бы вкусно, это полезно, но я за скорее чистый вкус, то есть просто овощи. Поэтому травы я буду добавлять редко. Также закончилась у меня, и я взяла повторно в Верном фасоль белую и фасоль красную. Вот в таких банках по 20 с чем-то рублей. Я каждый день в салат. Поскольку салат я тоже не солю, не добавляю там майонеза, я единственное чайную ложку кунжутного масла добавляю. Ну так вот, и я еще по 10-20 грамм добавляю вот фасоли, ту и другую чисто, ну так, для разнообразия. Еще я взяла кефир.
Ну, он аж до 25 числа, поэтому я выпью. 45 рублей стоил, но сейчас и такой же кефир однопроцентный. Это вот Василькова, а красная цена в пятерочке то же самое стоит, поэтому без разницы. Я единственное, я не помню, говорила или нет, что я долго брала вот этот кефир, где-то месяц, полтора ходила, брала этот кефир. Он мне очень нравился, меня устраивал. Потом как-то я взяла, и он был жутко кислый, жидкий какой-то, вообще неприятный. Хотя все сроки были хорошие. А потом я эту бутылку кое-как выпила. Пошла еще раз, взяла, он просто никакущий. Вообще, как будто это что-то среднее между молоком и кефиром. Потом снова взяла нормальный, но вот этот вот я не знаю. Надеюсь, что будет хороший. Так, еще фикс прайс я за 77 рублей взяла вот такую клейкую ленту. Я в прошлый раз на нее посмотрела, но не взяла. А тут у одного блогера, у девушки, ну, она в Японии живет, японский блогер, тоже увидела и думаю, надо бы взять, попробовать. Вдруг хорошая штука. Тогда будет просто идеально. Ну и вроде это все, что я взяла. Кстати, сейчас я вам покажу. Я тут сегодня разрезала вот эту вот тыкву волжскую серую. Ну, вроде как. Оно написано серое, но, как я поняла, это волжская. Я просто в тот раз показывала круглую, оранжевую. А до этого покупала батерат. Ну, батерат, она самая калорийная, 44 калории, а вот эти по 23 или 26 калорий. Но батерат легко режется, она более ароматная, достаточно вкусная. А эти две тыквы, ну, вот эта круглая оранжевая, ну, вот такая вот. Она очень тяжело режется, толком ничем не пахнет, но по вкусу нормальная, хорошая. Это режется, знаете, она во всем средняя, абсолютно во всем. Единственное, в чем она прям лучше, это то, что у нее реально семечки хорошие, прикольные. Я их, наверное, тоже высушу. И, ну, ее я буду так есть в салат класть. У нее запах есть, но он такой какой-то средненький. Вот эту я оставлю действительно для еды, а вот эту круглую я часть заморожу, буду потом из нее суп делать, и одну как раз сделаю варенье. Но вот насчет варенья я почитала, что вот это ПП варенье делается с медом и так далее, но не знаю, я так посмотрела, я лучше сделаю обычное. Из всяких ППшек меня больше интересуют скорее шоколадные конфеты, хотя я далеко не сладкоежка. Вот, но мне интересно научиться их делать, возможно, или ну, в следующем месяце я этим займусь. Сейчас просто вообще некогда. Попробую сделать, но у меня еще как бы и организм не очень на шоколад хорошо действует, потому что я вот здесь покупала Red Delicious. Он классный шоколад. Я, казалось бы, ела прям буквально по нескольку там долек, и все равно уже все это видно на коже, поэтому... Хотя не знаю, может быть, это еще на что-то, не факт. Надо посмотреть. Но, с другой стороны, это все равно будет, вот что касается конфет, это будет более классно, потому что я хочу даже без подсластителей их делать, то есть чтобы это было чистейшее какао и масло какао, ну, в общем, все такое. Потому что я люблю такой вкус. И тут будет и по калориям хорошо, и по вкусу замечательно, потому что многие показывают, добавляют подсластители, я категорически это делать не хочу, меня не устраивает. Костюм оказался очень теплый, очень классный, в магазине вообще в нем просто жара, я в восторге, он прям вау. Хорошая покупка, так что действительно могу посоветовать.
Это видео я буду завершать, потому что сейчас, пока собаке суп варится, я быстренько все это разберу, отсканирую чеки, приготовлю на завтра что-то, ну и буду уже потихоньку ложиться спать. Я благодарю вас за просмотр, желаю вам здоровья, хорошего настроения, во всем вдохновения. Мой инстаграм 37 рыжие 38. Если видео понравилось, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Всем пока-пока.